Всем привет, мои дорогие! Всех деток поздравляем с началом учебного года. Сегодня мы с Мирой хотим снять видео, сколько стоит подготовить ребенка к школе в Турции. Сейчас мы с ней пойдем в магазин Migros и по списку купим канцтовары. Ну, что-то мы не будем покупать, просто покажу вам цены, потому что у нас многое есть. Я предвижу гневные комментарии по поводу того, что я выбрала Migros, но поверьте моему 10-летнему опыту жизни в Турции, не все там так дорого, особенно сейчас на канцтовары скидки, поэтому можете смело туда идти покупать. И чем удобен этот магазин, там есть качественные марки канцтоваров и можно найти сразу все, в отличие от других мелких магазинов типа Ayosbir, BİM и так далее. И еще там дешевле, чем в специализированных магазинах, где продают только канцелярию. Такие отдельные магазинчики есть, там обычно цены дороже всего. Так что пойдемте с нами. Смотрите, здесь вот такой большой отдел канцелярии. Сейчас мы с вами по списку пройдемся и покажу вам, что здесь есть. Вот такой вот у нас список, довольно длинный. Школа у нас, кстати, государственная. В частных вы платите отдельно просто сумму, и вам покупают на эту сумму канцтовары. Ну, давайте сейчас начнем с того, что здесь есть. Я просто покажу, что мы увидим, и покажу вам цены, какие здесь. Первым делом, конечно, нужны карандаши и точилки. В Турции не пишут ручками в школах, только карандашами, вытирают, если что, ластиком и исправляют вот таким образом. И точилка нужна большая. Сейчас точилки по скидке. Вот Мира себе выбирает какую-нибудь. Вот сейчас смотрите, скидки на точилки. Это реально самая дешевая цена. Мира выбрала какую, покажи. Я вот не такую. знаю, из этих. Из этих сейчас выберет. Вот 20 лир она стоит. Ну, еще нужны, конечно, карандаши. Ну, не советую выбирать какие-то такие неизвестные марки. В основном берите или Faber-Castell. Есть Big вот там, но они, конечно, подороже. Либо еще Prит, хорошая марка, но я тут не вижу, не знаю, есть ли у них карандаши. Ну, вот, например, красивенькие карандашики. 4 штуки, 35 лир. Еще нужны красные карандаши. Вот такой целый набор. А сколько такой стоит? Такой набор 60 лир стоит. Ну, если подешевле что-то, вот, например, тоже Faber-Castell есть. Почему-то красные карандаши стоят дороже, 42 лиры. Еще часто пользуются популярностью у деток вот такие карандаши, которые стержнями заправляются. Здесь кнопочку нажимаешь, стержень вылазит. Вот такие вот, например, стоят 20 лир за 2 штуки. Ну, это, я считаю, недорого. И под них продаются вот такие вот стержни отдельно можно купить. А сколько такие стоят, Мира? 45 лир, но это хорошие Faber-Castell, можно, конечно, и дешевле найти. Вот стирательные резинки, ластик, тоже по скидке 30 лир, здесь 5 штук, по-моему, 6. Есть еще всякие вот такие веселенькие для младшей школы. Так, вот нам нужно купить карандаши, фломастеры и краски, по 12 штук просят набора. Вот такие карандашки Big хорошие, тоже сейчас по скидке 70 лир, от Faber-Castell почему-то подороже стоят. Вот краски. Вот такие вот тоже набор 12 штук. Есть здесь 60 лир, такой побольше размер, поменьше размер за 45 лир. Но тоже совсем огромное, такое не надо, Мир. У нас в школе носят. Да, носят. Еще нужны фломастеры. Вот такие вот здесь есть огромные наборы. Нам нужен вот такой, 12 штук просят. И они стоят вот, сейчас тоже по скидке, Prит, хорошая марка, 52 лиры. Еще просят маркеры для доски, потому что мелом, конечно, здесь не пишут, здесь доска только вот такая, на которой маркером стираешь, пишешь. Вот самые такие более-менее дешевые, за 3 штуки 46 лир. Есть вот 50 лир за 2 Faber-Castell, хорошая марка. Эту марку, честно, не знаю, какая-то местная турецкая. Так, еще клей, конечно, нужен обязательно. Всегда здесь клей по бешеным ценам. И просят не брать плохие марки. Ну, в основном это просят либо Prит брать, почему-то они в закрытых упаковках стали продавать, не знаю, либо же Big. Ну, вот сейчас стоит 45 лир вот такой один клей, а их нужно очень много, они быстро расходуются. Вот мы еще с Мирой нашли такой стендик. Скотч обязательно нужен. 27 лир скотч. И я нашла дешевые резинки. Не поверила своим глазам. 4 лиры за 4 резинки. Не знаю, насколько они хорошие, но, в принципе, наверное, разницы нет. Ой, но это прям очень дешево. Таких цен уже просто нигде не осталось. Еще много всяких штук для творчества, бумага всякая, вот такие штуки. Но это в садик просят, вот эти глазки, вот эти помпончики. Такое нужно в садик.
Домашние задания они носят в таких папках, ну, то есть распечатывают учительницам листы, и домашнее задание, когда сделают, в таких папках приносят. Здесь стоит 3,25 такая папочка, бывают они цветные, просто здесь нету. Вот в таких папочках носят. Смотрите, какая папка классная. Мире не понравилась. А что ты не хочешь такую папку всем день носить? Не понравилось? Так себе. Мы нашли здесь папочки, которые с рисунками. Вот таких обычно детки носят. Сейчас они тоже по скидке 3,25. Мира вам хотела показать Купишь? пенал. Буду этим рисовать. Рисовать этим ты не сможешь. Ну и в Турции детей обычно не кормят в госшколах. Ну, у нас есть столовка, но Мира моя там не ест. Поэтому нужно давать с собой ланчбокс. А для ланчбокса вот такую вот сумку просят. Беслин чем-то называется. Здесь они по 280 лир. Но это как бы дорого, можно найти дешевле в других магазинах. А вот здесь стикеры продают. Нужно обязательно подписывать каждую книжку, тетрадку. Вот удобно это делать такими стикерами, чтобы на каждом учебнике тетрадки было имя ребенка. А это для того, чтобы подписывать все остальные принадлежности. Каждый карандашик тоже нужно подписать. И вот еще обложки для тетрадок и для книг. Вот такие А4 обложки тоже обязательно нужны. Так, еще обязательно нужно для водички бутылочка. Тоже они с собой носят. Такие здесь бутылки. 130 лир. Ну, можно найти за 100. Вот такие приблизительно цены. Ну и, конечно, нужен рюкзак обязательно. Но рюкзаки от 300 лир начинаются. Ну, такой более-менее нормальный. Можно за 500 купить. Мире вот такой понравился, но у нее уже есть. Вот 340 там цены. Здесь 200 это маленькие. Вот тоже 340, 470. Ну, вот приблизительно вот так. Пенал обязательно нужен. У нас даже несколько пеналов. Вот такой есть. Вот такие есть. Желательно, чтобы несколько отделов было в них. Ну, видите, цены такие 100, 140. Вот прикольные, да. 150. Ну, приблизительно за 150 лир вы можете купить такой неплохой, хороший пенал. Еще в начальных классах они пользуются вот таким вот словарем с картинками. Подожди. Видите, здесь картинка. Словарь правописания и там значение слов рассказывается. Намного больше. Да, это для более взрослых деток. И еще вот такие словари нужны. Сейчас я покажу вам. Это словарь афоризмов. Это для более старших классов. Ну, правда, не знаю, сколько здесь стоит они. Поэтому, к сожалению, не подскажу цену. Вот ножницы. 10 лир сейчас не стоит. Ну, приблизительно такая цена везде на ножнички. Обязательно тоже надо ножницы. Набор линеек уже в 3 класс нам нужен. Такие линеечки. Нет, какого-то другого, наверное. Вот эти линеечки нужны. Обычный набор стоит 20 лир. Вот еще мы пришли к тетрадкам. Тетрадками пользуются они вот такого формата А4 и просят на 80 или на 60 листов. И обязательно нужно, чтобы здесь были не вот такие прутики, такими нельзя, потому что страницы отрываются, а вот цельные тетрадки нужны. Ну, такие тетрадки цены не вижу, не написали. Ну, в общем, таких тетрадей нужно в начальных классах 3-4 штуки на разные предметы. В Турции у них тетрадки нужны по 3 предметам в начальных классах, ну, пока в 1-2 классах. Это был турецкий, математика и еще английский язык. Вроде бы пока ничего, хотя в 3 классе, возможно, начнутся еще всякие природоведения, и посмотрим, что еще мы просим. Смотрите, еще пластилин нужен обычно, ну, они им в свободное время там играть в классе, его нужно в классе оставлять. Обычно просят 4 цвета, вот такой плей-до, это самый лучший пластилин. Сейчас стоит почти 80 лир за 3-4 штуки. Есть, кстати, разные цвета, такие наборы, вот такие наборы. Что тут еще мне интересно? Ага. Да, я знаю, вот такие еще нужны. Беслинные кабы, это для ланчей. Правда, тут опять же не вижу цену, почему-то здесь в Мигросе они только выставляют товары и не написали цену. Давай, открой, посмотри. Вот так вот. Вот такие вот отделения. Ну, в принципе, такой же я Мире и взяла. Здесь вилочка в другом месте, да? Вот с Барби сейчас же тренд. Барби. Есть и бутылочки с Барби, все, что хотите.
И еще обычно один раз в семестр у нас, по крайней мере, просят принести вот такую вот пачку бумаги А4. Она стоит 87 лир, ну почти 90 считается. 2 раза в год она нужна. Ну, потому что на принтере печатают им домашку. Кроме бумаги еще нужна пачка вот таких бумажных салфеток и мокрые салфетки. Ну, просят хорошую марку, вот 54 лира. Так что такая подешевле, хотя тоже хорошая вроде как. Только не пойму, где цена. Ну, наверное, вот это 30 лет. Сколько раз мы с Мирой в этом магазине постоянно видим этого котика. Спрятался, ничего себе, залез аж туда. Кот живет в магазине. И причем рядом со стендом с едой кошачьей. Он всегда в этом месте, всегда. Так, ну вот тетради, да, мы с вами добрались до тетрадок. 25 лир, вот такая вот. А4 на 80 страниц клеточку. Есть еще вот такие по 47. Ну, в основном вот по 24. Ну, будем считать, что нужно 3 тетради, да? Вот такие еще веселенькие. Лучше всего брать пластиковые такой упаковки, потому что с ними ничего не случается. Это я уже по опыту вам говорю. Есть еще, конечно, обычные бумажные упаковки. Здесь их нет, по-моему. Вот с Ататюрком даже есть тетрадка. Ну, видите, цены разные. Есть подороже, есть подешевле. Выбрать можно. Вот в таких маленьких тетрадках формата А5 они не пишут вообще. Только в первом классе у них была специальная тетрадка, ну, даже не знаю, она не в линию, ни во что, в общем, где они специально писали, именно выводили буковки, учились. Еще хотела вам сказать, что обязательно нужно купить форму. В каждой школе Турции форма своя, разного цвета. Обычно это какой-то цветной верх и темный либо бежевый низ. У нас, например, оранжевый верх и темно-синий низ. Как уже сказала, в каждой школе по-разному. Есть магазинчики в каждом районе, где продается форма именно с эмблемой школы. Но сейчас я хочу просто, чтобы вы знали приблизительно цены, зайти в LCV Kik и показать вам варианты форм, которые есть там. Но сразу говорю, что там дешевле обычно, чем те, которые продаются с логотипом школы. Где-то, наверное, раза в 2 дешевле, мне кажется. Но все равно пойдемте посмотрим. Вот смотрите, стенд с формой здесь. Ну, вот такие вот поло и футболки, и с длинным рукавом на зиму нужны только с эмблемой школы. Вот здесь красные есть, белые есть, и все. Но обычно они в каждой школе голубые бывают, и оранжевые, как у нас. Ну, вот такая одна стоит 150 лир. А вниз идут либо вот штаны такие, либо шорт-юбку девочкам можно. Вот шорт-юбка стоит 250 лир. Штаны, наверное, тоже где-то так. Удобная с пакетом. 200 лир вот такие штаны стоят. Ну вот рассчитывайте, сколько вам нужно комплектов и насколько вы можете рассчитывать по форме. В Айкике тоже много рюкзаков. Посмотри, сколько вот такой стоит, например. И на колесиках много, но на колесиках тоже по опыту скажу неудобно. Этикетка есть там? Сколько стоит? Вот 380. Такой самый простой. Эти, конечно, на колесиках по 450 и дороже. Вот если на чантасы, это для ланчбокс. Сколько стоит, сейчас скажу. 180 лир. И пенальчики по 150. И бутылки есть для воды. Вот такая самая удобная, она из железа. И хорошо закрывается, и с трубочкой 250 лир стоит. В общем, я посчитаю итоговую сумму, напишу вам здесь, сколько получилось. В итоге за все, как считаете, это много или мало. Ну, для Турции сразу скажу, что не так и мало. Потому что инфляция очень большая. Но если в доллары переводить, то, наверное, это недорого. Кстати, в Мире мы тоже планируем покупать форму, и если мы поедем в магазин в ближайшее время, я успею вам снять, то я вставлю кусочек, как мы покупаем, и сколько стоит сейчас форма в этом видео. Если нет, то уже в следующих влогах смотрите обязательно. Также планирую снимать видео о ланчбоксах в школу. Кстати, я начала снимать шортс-видео, тоже обязательно смотрите, и там больше просмотров, чем моих обычных видео. Они хорошо залетают, там много видео от Мира про турецкий язык. И вот, как я уже сказала, планирую снимать видео о ланчбоксах в школу, потому что здесь обычно не кормят детей, и я каждый день, конечно, заморачиваюсь, что положить ребенку в школу ланчбокс, хотя некоторые, наверное, не заморачиваются, да, что-то готовое там кладут, но у меня
ребенок такой, что выбирает еду, поэтому вот приходится так мучиться, так скажем, буду вам обязательно снимать об этом. На этом буду заканчивать наше видео. Обязательно напишите ваши комментарии, мы с Мирой очень старались, и напишите, как вы считаете по поводу цен, дорого, дешево, как в ваших странах, мне интересно. Я знаю, что ваши детки уже, наверное, пошли в школу, потому что в Турции школа начинается с 11 сентября, у первоклассников с 4, но в этом году у 3 класса с 11. Поэтому ваши детки раньше пошли в школу, интересно почитать, сколько вам обошлась подготовка к школе, ну и, в общем, все остальные тоже нюансы школьной жизни ваших деток. Увидимся с вами в следующих видео. Всех целую, пока-пока.